Сегодня я хочу вам рассказать, что там с новым трюкачом, что изменилось, какие проблемы и имбалио. Начнем с базовых вещей. Теперь трюкач 4,4 метра в секунду, маньяк. С террором в 24 метра. Есть колыбельная в 44 метра, что немало, но на деле 36. И она всегда даст знать выжившим, кто против них. У трюкача есть ножи, которые он может кидать. 6 попаданий, 1 ранение, просто и со вкусом. Перезарядка в шкафчик. Количество ножей было уменьшено с 44 до 36, что ударило по возможности бездумно кидаться ножами. Теперь нужно более осмысленно это делать. Изменили логику спама ножами, как раньше было. Кинул 8 ножей, слегка замедлился до 3,6. Кинул 16, замедлился еще сильнее. Теперь, когда ты достаешь ножи, ты практически не замедляешься. 3,9 метров в секунду, а не 3,8. Но после 5 твоя скорость падает до 3,6. А после 10 ты становишься Анькой со скоростью 3,1 метра в секунду. Вкратце, это значит, что спам стал менее рентабельным. Кидаем 2-3 ножа, убираем. Чутко догоняем и по кругу. Проблема построек с высокими стенами никуда не делась, где тебе придется догонять и кидать по 2 ножа. Так что у выживших, попавших на открытую карту, будет очень плохое время. Теперь трюкач не может кинуть 8 ножей и получить кульминацию. Теперь ему придется делать вещи для повышения ранга. А именно, не повторяться. Совершать различные действия без повтора, как, к примеру, сломал палету, ударил выжившего, положил его ножами и так далее. Попадать по выжившему не промахиваясь, то есть около 3 попаданий подряд. Попадать с большого расстояния, сквозь объекты, щели, маленькие текстуры. При перезарядке таймер восстанавливается. Каждый ранг увеличивает скорость метания ножей и скорость перезарядки в шкафчик. При получении S-ранга трюкач получает террор в 44 метра и инстинкт убийцы, который подсвечивает всех тех, кто находится в его радиусе террора. Также становится доступна кульминация. Кульминация дает автоматическое неограниченное метание ножей на 10 секунд. Также трюкач не замедляется. За каждое попадание во время кульминации трюкач получает дополнительные очки стиля. По окончании кульминации трюкач получает усталость, а ранг падает до минимума и повышается в зависимости от количества стадий здоровья, отнятых у выживших во время кульминации. Одна стадия, один ранг. Теперь время поговорить об аддонах. Про аддоны у меня уже готово отдельное видео, где я с другом рассказываю про аддоны и сортирую, какие полезны, какие нет. В принципе, кому интересно, можете глянуть. В особенности там есть один сломанный аддон, так что советую досмотреть хотя бы до фиолетовых. В итоге способность трюкача очень летальна на средне-коротких дистанциях. Его скорость перемещения не позволяет быстро ее сокращать. Но если точно попадать ножами, то трюкач не оставляет пространства выжившим для маневров. Как только он вышел на расстояние броска, их ничего не спасет. А если он добрался до выжившего в S-ранге, это разнос. Мне понравился реворк трюкача. Он таким, каким и должен был быть всегда. Но думаю, как всегда, разработчики найдут за что зацепиться. Да и полгода-год, и трюкач будет понерфлен. Купите себе мину. Поиграйте, пока есть возможность. Аривидерчи. Ну и главное, конечно, да, купить скин женщины и купить скин с маской и скин из Бразилии. Ну и Так вот. на ваш выбор, как говорится. Обязательно. Шикарно. Ну не знаю, как для тебя, для меня женщина, сделанная в яичнике каким-то долбоебом, который потом себе нашел девушку, его эта яичная женщина захотела убить и это натравила на него трюкача, звучит как бред под шизофренией, либо под котиками. Потому что такой фанфик придумает только наркоман. Это во-первых. Во-вторых, вспоминая, кто предложил эту идею, я понял, что это реально фанфик наркомана. Ну, как по мне, у Дживуна больше харизмы, чем у Мины. Кому как. Ну что Вот дрочит. многие ныли, что он
не подходит для ДБД и так далее. Но, как по мне, он вписался в нее идеально. Амина сейчас выделяется на его фоне. Поэтому он ее и хейтит. Прям люто. Ну да ладно. Не знаю, для меня в целом весь сюжет с добавлением этого скина это шизофрения. Начнем с этого. Это вот реально, это бред сумасшедшего. Это просто, знаешь, наравне с чем? Вот когда вот люди, знаешь, берут и себя в произведение добавляют, и там по итогу этот перс самый ебальный, самый охуенный, причем там забивают на логику и вот эту вот всю хуйню. Вот здесь тоже, на мой взгляд, логика отсутствует напрочь, блядь. Ну и ждем, когда разрабы сами начнут юзать и контент, и по итогу этот скин будет даже ироничен в каком-то смысле.